Друзья, приглашаю вас на выставку «НЮ» в Зверевский центр современного искусства. Новорязанская улица, 29, строение 4. Открытие состоится 31 марта в 18 часов. Жду вас всех в гости. Это групповая выставка московских художников. Я принимаю в ней участие. Выставка проработает до 13 апреля. Очередной юзер. Вопрос. Весной собираюсь на первый пленэр. Сколько времени длится написание этюда? Если я хочу написать картину больше размером, чем этюд, а в нем не так точно прописаны детали, по памяти, конечно, не воспроизведу. Можно же делать фото. Понятно, что там будут другие цвета, оттенки. Как начинающим этюды перенести на холст? А их не нужно переносить. Картина – это не этюд, это не слепой такой перенос одного на другое. Картина – это больше информации, это другое впечатление, это какая-то выверенность, продуманность, точность композиции. А этюд, то есть, это сиюминутность, это больше ощущения, больше жизни, что ли. Вот почему я маленькие работы люблю гораздо больше, чем большие. Но те художники, кому удалось писать на таком же, вот на этом подъеме, на одном дыхании большие работы, это очень трудно, но достижимо. И вот такие художники, их сразу видно, если сравнить их большие работы и маленькие. Видно, что это ему было важно суметь в большой работе сохранить вот эту динамику, недоконченность, такую искрометность. Так что не нужно переносить ничего. Не прописывайте детали все, вообще. И в этюде, и в работе большой. Фотография поможет просто насытить большую работу деталями, а этюд может помочь правильно выстроить отношения. И потом вы можете вообще собирательно написать образ из разных этюдов, написать картину большую, где будет что-то оттуда, что-то отсюда. Но вот эта вот композиционная выверенность, такая продуманность будет просто по-другому работать. По-настоящему будет работать сильнее, сильно. Сколько длится по времени? От минуты и до 2 часов, наверное. В зависимости от размера. Главное, чтобы вовремя остановиться. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы этого не сделали. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Это очень важно. Ваши лайки помогают развитию канала. Сделайте это сейчас, не скупитесь. Нажать всего лишь кнопку «Нравится». Амаралкин на стене у Мане увидел работы Сезанна и, кажется, обнаженка Ренуара. Там много очень работ команды импрессионистов. Он собирал картины. У меня по стенам тоже в основном чужие работы. Это здорово. А вы собираете картины других художников? Я все собираюсь это осуществить, начать это, потому что многие работы друзей мне очень нравятся. У меня есть работа Бато, он писал мой портрет акварелью, я как-нибудь даже покажу вам, как это делалось, как он писал. Моя подруга снимала, когда мы были на кораблике, ездили в Чистополь. Я его писал, а он меня, и мы обменялись. Дело хорошее, Амаралкин, поздравляю вас, что вы этим занимаетесь, я тоже на пути к этому скоро начну. Transformation 5D. Где можно увидеть эти уроки? Речь об объемном рисовании, набросках. На сайте, естественно. Наброски карандашом, 3 урока, 1, 2, 3. Наброски темперой, 41 и 44 уроки. Полистайте, там вы видите, может, что-то еще я пропустил, потому что еще была работа темперой, я писал работу «Трубка мира», тоже из этого сделан урок. Полистайте, там все очень наглядно, большая лента, и даже по папкам все разбито. Олеся Федорова, как же я мечтаю, чтобы вы приехали на наш континент, в США, и побывать у вас на мастер-классе. Я художник в Бостоне, но приехала бы в любой штат, когда уже. Да сам уже жду, понимаю, что и вы ждете, и многие мне пишут, ждут, в основном на той стороне, Калифорния,
Орегон, штат Вашингтон и Канзас-Сити, может быть, Канзас этого ближе. Не этим летом, но следующим я буду очень стараться к следующему лету все подготовить, визы и все, что для этого нужно. User RH говорят, что для хорошего радующего результата нужна постоянная практика. Ну, как во всем деле. Несмотря на это, случаются дни, когда руки как будто растут не из того места. Но мы же мозгами пишем. Леонардо да Винчи говорил, что художник пишет не руками, а головой. Так что, может быть, голову нужно поворачивать, затачивать, чтобы шурупчики в правильном направлении крутились. Для этого, собственно, и нужна практика. Иногда делаю перерыв в неделю, ожидая, что навык за это время будет потерян, однако случается обратное. Работа спорится, и вдохновение хлещет через край. Скажите, пожалуйста, на вашей практике случалось ли подобное, и с чем это может быть связано? Имеет ли смысл бороться и каким образом? Случалось. Но у вас вот на неделю перерыв был, и вы заметили, что ничего не потеряно. А у меня на 15 лет, и я заметил, что ничего не потеряно, как будто бы вчера рисовал, и руки, и мозг все помнят. Но все равно нужен какой-то этап для восстановления, для углубленного изучения формы. Все ведь в ней, в форме. Вдохновение хлещет через край, когда, на мой взгляд, в двух случаях. В первом, когда вы выставку какую-то посетили или посмотрели какие-то работы такие, которые вас сильно воодушевили, и хочется так же, как минимум. И второй случай, когда у вас получается, вы начинаете делать, и вы видите, что да, вот это вот ухватили за хвост удачу, и пошло. Эти вещи связаны, поэтому наша задача все время как можно чаще посещать хорошие выставки, смотреть хороших художников. Нет выставок каких-то, но все равно есть музеи с великими произведениями. Как можно чаще ходить в Третьяковку, в Пушкинский, в Москве, если в Эрмитаж, в Русский музей. Этого будет достаточно, чтобы, насмотревшись, получив такой заряд, и дома начать шуровать. А если не идет, зачем бороться с этим? Значит, сейчас время разбрасывать, потом собирать. Я убежден, ничего не нужно делать через силу. Должно быть все легко. Есть элемент преодоления, как в спортивном зале, да, ты приседаешь, например, 50 раз. Преодолеваешь, но зато потом ходить легко. Может быть, даже на дальние расстояния. Так и здесь дорогу осилит идущий. Удачи вам! Не забывайте подписываться на канал, ставить то, что нужно ставить, и комментировать, задавать вопросы. Друзья, у меня хорошая новость. Мы будем рисовать. Я подготовил урок по наброскам карандашом. Мы будем рисовать обнаженную женскую модель. Она будет на экране, вы будете ее видеть. Вы будете видеть бумажный лист, на котором я рисую карандашом. И вы будете видеть конструктивную часть рисунка. Я покажу некий прием, который позволит вам не ошибаться в построении объема. Фактически мы будем рисовать объем на плоском листе бумаги, на плоскости. Почему фигура человека? Потому что это самая сложная форма в природе. И если мы научимся ее рисовать, мы сможем нарисовать все, что угодно. Мы будем потихонечку изучать человека. Этот урок не для новичков. Фигура человека сложное дело, тем более наброски. Но даже если вы никогда не рисовали фигуру, я предлагаю с ним познакомиться, чтобы почувствовать красоту рисунка и силу ваших возможностей. Я хочу заразить вас рисунком. После этого ролика будет прямая ссылка
на 365-е видео «Естественность в живописи». Предлагаю его посмотреть.